Почему каверденс именно каверденс? Потому что мы берем уже готовую хореографию, но как любые танцоры, мы вкладываем в нее частичку себя, то есть свою подачу, мощность, свои эмоции. Душу. Да. Свою. Любовь. Заботу. Что бы вы хотели сказать тем командам, которые начинали каверденс, когда еще ничего не было? Что я им благодарна, потому что если бы не было тех, кто это начал, то сейчас бы я об этом даже не знала, что есть такое движение, что можно этим заниматься. Потому что начинает уже появляться в студиях такое, что приходит, и тренер изначально уже есть, он дает хореографию, потому что многие ребята самостоятельно собираются, оплачивают зал, ходят вот к тюзу, к местам, где просто есть зеркала, и тренируются. Что это движение, оно приобретает свой вид, что оно есть. Не просто, занимаешься там ерундой какой-то, а что это действительно серьезное какое-то Уже дело. становится жанром. Да, направление, жанр. Мы когда были на это, там были команды, то есть, которые уже 7 лет, 8 занимаются. И вот там приходила девочка, она такая, я 8 лет занимаюсь. И мы такие, На самом деле, везде типа. же есть первооткрыватели, Да, первопроходцы. И вот это очень смело, во-первых, с их стороны начать это. Вот. И им огромный респект. Да, но без них бы, может быть, и как бы даже нашей команды сейчас и не было. Это правда. Тебе нужно сделать это красиво, тебе нужно там правильные изгибы тела показать, тебе нужно там амплитудку сделать, там это что-то такое вот. Добавить к этому костюмы, обязательно какой-нибудь красивый макияж, причесочки, и только тогда получится красота, хороший женский кавер. Всегда есть какой-то пример, и мы свою деятельность строим на основе этого примера. То есть вот айдол-группа, нам нужно сделать как айдол-группа, и чтобы энергетика была как вот от этой айдол-группы. Не так, чтобы прям один в один. Все равно в этом есть творчество. Без творчества никуда. Ой, с New Nation связано много больших приключений. Они были всегда очень красивые, у них были интересные проекты, они всегда очень вкладывались в свой стиль, в свои съемки. И это то, что отличает каверденс от танцев. И это в каком-то смысле то, зачем сюда приходят. Не просто технично двигаться, а именно развиваться со всех сторон, развиваться артистично. Лучше, когда ты себя комфортнее ощущаешь в номере. Как бы мы не любили там все мужские танцы за хорягу там и за образы и за все подобное, если мы полностью оденем их костюмы, мы будем выглядеть глупо, потому что мы русские девушки, у нас как бы другие фигуры, у нас другая пластика. То есть, соответственно, чтобы это выглядело не глупо, нужно что-то с этим сделать, нужно что-то изменить. И, соответственно, мы и меняли, чтобы, видимо... Доменялись. Название Exist — это отчасти такая мини-аббревиатура. X же? Да. X. Нет, подожди, что у нас? Это цель, типа. X — это цель, точка — это, как точка, какие-то координаты определенные, East, соответственно, Восток. И в сочетании это слово читается как Exist. Очень классное мы себе название. Существовать. Вот до сих пор и существуем. Столько лет уже. Надеюсь, не перестанем. New Nation основались как команда, которая изначально перед собой ставила четкую цель. Мы хотели выиграть на K-pop каверденсе. В итоге мы на нем не выиграли, мы выиграли все другие фестивали, которые у нас проходили, но не выиграли каверденс. Но в итоге
Каверденс, пожалуйста, дай нам шанс. Не знаю, нет, на самом деле, я думаю, когда будет нужное время, мы что-нибудь выиграем. Вот так вот. Мы пытались, скажем так, найти какие-то варианты, как можно подступиться к тому, чтобы прийти к этой награде. На тот момент мы действительно хотели чего-то добиться. То есть мы работали именно не просто на какой-то результат для себя, а именно результат для того, чтобы его все видели в качестве каких-то наград там, и заслуг и тому подобного. Вот у тебя есть свой своеобразный кавер-дэнс Олимп. Давайте это назовем таким образом, да? Вот у нас есть замечательный крутой кавер-дэнс фестиваль, международный крутейший фестиваль. Ты побеждаешь в своей стране, едешь в Корею, выступаешь в Корее. Ты можешь в Корее победить, ты можешь в Корее не победить. От этого кажется, что у тебя просто весь мир после этой победы поменяется. Он не меняется. То есть ты возвращаешься туда же, где ты по факту был. И очень мало команд каким-то образом продолжили свое развитие именно после победы на кавер-дэнс-фестивале. Я отсюда не хочу уходить, потому что знаешь, кто мои соседи? Не ты, не Эля, а NCT. Вот так вот, все, я поняла, уходи. Ну, то есть это уже совершенно был такой иной уровень, когда тебя зовут не просто там ты прошел в конкурс на КДФ, да, или на какой-то фестиваль, а когда тебе пишут и приглашают тебя выступить уже на большой сцене, на концерте непосредственно с айдолами. Я бы сказала, что сейчас у нас источник вдохновения, он не извне откуда-то берется, это больше внутреннее какое-то. Мы хотим это делать вместе, и хотим это делать в команде, хотим друг друга постоянно видеть на репетициях. Мы выросли по возрасту, и наши цели уже не такие четкие, мы не бежим галопом к тому, чтобы что-то выиграть, мы просто хотим наслаждаться, мы хотим танцевать. Да, мы когда-то начали. Видим ли мы конец? Нет. Хотим ли мы останавливаться? Нет. Мы всегда пытаемся развиваться и, как это сказать, идти в ногу со временем, как бы по-старчески это не звучало. Я довольно продолжительное время живу в Питере, я не из Питера. И вот эти ребята, и те, которые 3 уже ушли, то есть они единственные, кого я приобрела здесь именно на долгий срок, и с которыми я могу поделиться любыми своими переживаниями. И они могут со мной поделиться. Не знаю, всегда, не всегда, наверное, но могут. Да. Плакать можно? Нужно. Мы на них смотрели как больше на каких-то, не знаю, кумиров, брали с них пример, но не было коллабов или каких-то желаний станцевать с ними, потому что мы думаем, что мы как бы немножко не дотягиваем еще. Страшно. Было страшно, но при этом жутко интересно. То есть это было осознание того, что все на одной волне, все с одними интересами, но у них уже есть какой-то сложенный коллектив, и мы туда вот пытаемся пробиться. И мы очень хотим, но очень боимся ошибаться. Но это прошло, все ошибаются. Вот, поэтому надо себя перебарывать и идти просто вперед. Когда я увидел вот этих ребят из больших крутых команд, и я видел их победы на фестивалях, для меня тоже это казалось чем-то вообще нереальным, чем-то, что я думал очень сложно достигнуть, но спустя время
я понял, что это все-таки возможно. Если ты будешь себя тоже в этом плане развивать, то можно достичь всего того, где сейчас находятся эти команды. И для меня это все является примером того, куда можно идти. Они немного бесшабашные в этом плане, то есть они не боятся себя показать. Ты прям видишь разницу там, в юморе, в том, как они там относятся к чему-то. Например, Five Yuan всегда перед тренировками разминаются. Делают ли так Nination или Caps Lock? Нет, ни разу в жизни так не делали. Вообще никогда. А тут приходишь, и они там 15 минут что-то тянутся. Такая, вот это так можно, что ли, время тратить на это? Уровень сам технический вырос просто многократно. Это небо и земля, то, как танцевали тогда и то, как танцуют сейчас. Но в смысле соревнования, соперничества, накал страстей все тот же. Сейчас для меня каверденс — это больше, чем хобби, потому что я развиваю его максимально. Я хочу доводить команды до высоких целей, и я хочу это внести еще и в массы. Этот вайб новой волны, он есть, и он чувствуется в том, что молодые ребята, как я заметил, они больше схватывают быстрее какую-то новую хорягу, они быстрее учатся. Мы догоняем старичков, могу точно сказать. Нам просто, наверное, не хватает аудитории какой-то. Из-за того, что мы только недавно начали выбираться и все это снимать, как-то выступать, мы только начинаем получать свою аудиторию. Ты растешь только когда ты общаешься с людьми, особенно в профессиональном смысле, которые впереди тебя. Да, мы все можем услышать что-то умное от родителей, учителей, но инстинктивно мы поверим им меньше, чем старшему другу или старшей сестре. Для меня, я думаю, важно, чтобы была какая-то связь между поколениями каверденсеров, там, старого и нового. Не нужно стесняться тоже спрашивать у них чего-то, потому что они сами через все это вначале проходили. Если они чем-то могут помочь или что-то посоветовать, то этим нужно воспользоваться, так как у нас много ребят талантливых, но которые не могут выйти вот на такой же уровень, как и они, потому что не хватает вот какой-то информации, какого-то опыта. Это все нужно, и это важно, особенно поддержка. А если бы смогла сказать 3 слова, что бы это было? 3 определения? Ну, неважно. Можно плохого, как хочешь. Ну, Moonway, можно сказать, это... Я бы сказала, что это бомба замедленного действия, потому что наш таймер уже начинает тикать. Скоро мы будем взрывать все и всех. Закрыть? Представьте себя за кулисами кавер-дэнс фестиваля в Корее. Вот эту толпу, шум. Вы видите друг друга рядом? Да. А теперь откройте, посмотрите просто. Нет, Саша! Мама тоже плачет, я вижу.